Добро пожаловать на наш канал, где мы раскрываем самые интригующие тайны истории. Сегодня мы отправимся в путешествие в самое сердце Рима, под оживленную площадь Сан-Джованни-ин-Латерано, где археологи недавно сделали открытие, которое перевернуло наше понимание раннего христианства и папской власти. Под слоями земли, скрытые веками, были найдены руины давно потерянного папского дворца, Патриархиума, резиденции пап, которая предшествовала современному Ватикану. Это не просто археологическая находка. Это мост, соединяющий нас с эпохой Константина, средневековыми интригами и борьбой за власть, которая сформировала современный мир. Погрузимся в эту историю, чтобы понять, что делает это открытие таким значимым, и попробуем разгадать, какие еще тайны могут скрываться под вечным городом. Представьте себе душный римский полдень. Под площадью Сан-Джованни, среди шума города, группа археологов, вооруженных кистями и мастерками, осторожно расчищает пыльные слои земли. Каждый их штрих открывает нечто поразительное. Массивные каменные стены, которые не видели света солнца более 1000 лет. Это не просто руины. Это остатки Патриархиума, легендарного латеранского дворца, который на протяжении веков служил домом для десятков пап. Открытие произошло почти случайно. Во время подготовительных работ к юбилейному году Ватикана 2025 года, когда строительные бригады копали землю для прокладки инфраструктуры под ожидаемый наплыв миллионов паломников. Их лопаты наткнулись на нечто неожиданное – древние фундаменты, которые переписывают историю Рима. Чтобы понять значение этой находки, давайте вернемся в IV век, в эпоху, когда Римская империя переживала радикальные изменения. В 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт, легализовавший христианство. Это был поворотный момент, когда преследуемая секта превратилась в официальную религию империи. Константин, стремясь укрепить свою власть и заручиться поддержкой церкви, подарил епископу Рима, предшественнику современных пап, участок земли, ранее принадлежавший его языческому сопернику Максенцию. Это место, где когда-то стояли казармы римской кавалерии, стало колыбелью христианского Рима. Здесь Константин основал архиепископскую базилику святого Иоанна Латеранского, старейшую базилику города, и рядом с ней первый папский дворец, известный как Латеранский. Этот дворец изначально был скромным, с центральным монументальным залом для аудиенций, который в хрониках называли монументальной базиликой. Но по мере того, как христианство укреплялось, дворец рос, превращаясь в обширный комплекс с часовнями, жилыми покоями и залами для церковных советов. К Средневековью он стал настоящим нервным центром церкви, местом, где папы не только молились, но и вели сложные политические игры, короновали императоров и боролись за выживание в бурные времена. Но жизнь в Латеранском дворце была далеко не мирной. Раскопанные стены рассказывают историю не только резиденции, но и крепости. Археологи обнаружили, что строители использовали массивные двухслойные каменные блоки, часто взятые из более древних римских зданий, и даже укрепляли стены контрфорсами. Это был дворец, готовый к обороне. Почему? Средневековый Рим был полем битвы. В IX и X веках город подвергался набегам сарацинов, которые грабили окраины. Одновременно могущественные римские аристократические семьи боролись за контроль над папством, превращая его в инструмент политической власти. Латеранский дворец стал крепостью, защищавшей сердце христианского мира от мародеров и амбициозных военачальников. Одна из находок, длинная стена, окружавшая комплекс, указывает на то, что это была настоящая цитадель, охранявшая пап и базилику. Однако время не пощадило Латеранский дворец. В начале XIV века церковь пережила кризис, известный как Авиньонское папство. В 1305 году папа Климент V под давлением французских королей перенес резиденцию в Авиньон, оставив Рим без понтифика на 70 лет. За это время дворец пришел в упадок. Пожары и землетрясения разрушили его, превратив в руины. Когда папство вернулось в Рим в 1377 году под руководством папы Григория XI, Латеранский дворец был уже непригоден для жизни. Папы эпохи Возрождения выбрали новое место – Ватиканский холм, где вырос современный Ватикан. Старый дворец был забыт, его стены разобраны или погребены под слоями земли, а его история сохранилась лишь в древних хрониках. Почему же это открытие так важно?
Во-первых, оно подтверждает исторические записи о Патриархиуме, которые до сих пор вызывали споры среди ученых. Найденные стены, датированные IX и XIII веками, идеально совпадают с описаниями раннего папского дворца. Во-вторых, это редкий случай, когда археология позволяет нам буквально прикоснуться к эпохе, когда христианство только формировалось как мировая сила. Министр культуры Италии Джаннаро Сан-Джулиано назвал находку доказательством неисчерпаемого богатства Рима. И действительно, Рим – это город, где каждый камень рассказывает историю. Под площадью Сан-Джованни археологи нашли не просто стены, а лабиринт комнат и коридоров, где когда-то ходили папы, принимались судьбоносные решения и разворачивались драмы, определившие ход истории. Но давайте задумаемся, что еще скрывает Рим? Эта находка поднимает вопросы о том, какие другие тайны могут быть погребены под вечным городом. Например, Ватиканские архивы, расположенные под собором Святого Петра, хранят документы, датируемые VIII веком, на 80 километрах полог. Эти архивы – настоящая сокровищница, но доступ к ним строго ограничен. Какие секреты они скрывают? Историки давно подозревают, что там могут храниться записи о политических интригах, финансовых сделках и даже компрометирующих событиях, связанных с ранним папством. Возможно, документы, связанные с Латеранским дворцом, тоже ждут своего часа в этих хранилищах. Быть может, они расскажут нам о папах, которые боролись за власть в те неспокойные времена, или о том, как церковь превратилась из скромной общины в могущественную силу. Это открытие также заставляет нас задуматься о самом Риме, как о полимпсесте, многослойном документе, где языческое и христианское, имперское и церковное переплетаются в сложной мозаике. Базилика святого Иоанна Латеранского, стоящая рядом с местом раскопок, до сих пор остается официальным собором папы как епископа Рима. Это напоминание о том, как прошлое и настоящее сосуществуют в этом городе. Каждый новый слой, открытый археологами, добавляет строку в эту великую историю. Но что дальше? Археологи уже планируют углубить раскопки, чтобы раскрыть больше секретов Патриархиума. Возможно, они найдут артефакты, монеты, украшения, религиозные реликвии, которые дадут нам более полное представление о жизни средневековых пап. Или, может быть, обнаружат следы еще более древних структур, связанных с языческим Римом. В конце концов, участок, где стоит базилика, когда-то был казармами Максенция. Кто знает, что еще скрывается под землей. Заканчивая наше путешествие, давайте поразмышляем о значении этой находки. Потерянный папский дворец – это не просто археологическое сокровище. Это символ стойкости наследия, напоминание о том, что история никогда не уходит в прошлое. Она лежит под нашими ногами, формируя настоящее способами, о которых мы часто не подозреваем. В Риме, где каждый уголок дышит историей, этот древний голос из-под земли звучит особенно громко. Он рассказывает нам о Константине, о папах, которые жили в тени войн и интриг, и о том, как христианство выросло из преследуемой секты в глобальную силу. Мы приглашаем вас поделиться своими мыслями в комментариях. Что вы думаете об этом открытии? Какие тайны Рима вы хотели бы раскрыть? Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео, где мы погрузимся в темные тайны ватиканских архивов. Какие секреты скрывают эти древние полки? И что Ватикан не хочет, чтобы мы знали? До встречи в следующем выпуске.